Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем учиться вязать вот такой вот мотив. Или же, если провяжем большее количество рядов, то можем получить наволочку, коврик, квадратный плед и другие домашние уютные изделия. Для вязания я буду использовать два цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок под номером 3,5. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с кольца амигуруми или скользящей петли. Набрасываем ниточку на 2 пальчика. Делаем еще один оборот, чтобы вот здесь у нас получился крестик. Между двумя ниточками заводим крючок, захватываем нитку и аккуратно снимаем с пальчиков, чтобы не потерять хвостик. Вот у нас с вами получилось колечко. Провязываем одну воздушную петлю и ее как бы затягиваем. Колечко можно слегка подтянуть, чтобы было дальше удобно вязать. Теперь вытягиваем петельку примерно на сантиметр. Делаем накид. И теперь в наше колечко вытаскиваем 1 накид, сюда же 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. Можно провязать меньше накидов, можно провязать больше. Регулируйте по вашим ниточкам. Чем толще нитки, тем меньше накидов. Чем тоньше нитки, соответственно, тем больше накидов. Теперь провязываем все наши петли за раз, кроме последней. Вот так. Теперь 2 петли на крючке провязываем за раз. Вот у нас получился пышный столбик. Дальше набираем 2 воздушные. 2. И теперь в кольцо повторяем пышный столбик. Делаем накид. Колечко вытягиваем 1 накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. И вновь провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 провязываем отдельно и вяжем 2 воздушные. 1, 2. Вот у нас с вами 2 пышных столбика. Делаем накид и переходим к вязанию третьего. Вытаскиваем 1 петелька, накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. Провязываем вместе, кроме последней петли. Последние 2 закрываем отдельно. Вот у нас с вами 3 пышных столбика. Провязываем 2 воздушные и дальше вяжем пышные столбики до тех пор, пока у нас в колечке их не будет 8 штук. То есть 3 с вами мы провязали. Теперь провязываем точно так же еще 5. Между ними не забываем провязывать по 2 воздушные петли. То есть узор у нас повторяется. Вот смотрите, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пышных столбиков. Затягиваем наше колечко. Провязываем 1, 2, 2 воздушные. И теперь соединительной мы присоединяемся под первую нашу вот эту вот цепочку из воздушных петель. Присоединяемся соединительной и берем новый цвет. Теперь слегка вытягиваем ниточку, берем новый цвет и провязываем одну воздушную петлю. Затягиваем ее. И теперь снимаем вот так с крючка, возвращаемся в нашу розовую петельку и через розовую петлю протягиваем уже новый цвет. Так. Все, подтягиваем розовую ниточку и теперь вытягиваем с вами петельку на сантиметр, точно так, как мы с вами вязали вот эти вот пышные столбики. Делаем накид и под нашу вот эту вот цепочку, куда мы присоединялись, провязываем 1 накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 провязываем отдельно. Теперь вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. И теперь сюда же, вот в этот же промежуток, повторяем пышный столбик. Делаем накид, вытягиваем 1 накид, 2 накид, 3 накид, 4 накид,
5. Провязываем все петельки, кроме последней, закрываем наши 2 петли. Теперь дальше провязываем с вами 2 воздушные. 1, 2. И теперь под следующую нашу вот эту цепочку из воздушных петель мы вяжем с вами 3 столбика с накидом. Провязываем первый, сюда же второй, сюда же третий. Теперь 2 воздушные, 1, 2. И под следующую цепочку будем вязать вот такой вот пышный элемент, состоящий из 2 пышных столбиков. Делаем накид, вытягиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 вяжем отдельно. Теперь точно так же, как здесь, вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. И повторяем еще один такой пышный столбик. Делаем накид, вытягиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последнюю провязываем отдельно. И теперь повторяем с вами вот эту нашу связочку из 3 столбиков с накидом. Перед этим провяжем 2 воздушные и после них также 2 воздушные. То есть провязываем 2 воздушные петли и под следующую цепочку вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные. И теперь вяжем вот такой же пышный элемент. То есть видите, у нас чередуются 2 пышных столбика, 3 столбика с накидом, 2 пышных, 3 столбика. То есть вот таким вот образом, чередуя вот эти вот элементы, мы с вами провязываем до конца ряда. Последний промежуток мы с вами провязали 3 столбика, вяжем 2 воздушные и соединительную присоединяемся под цепочку из воздушных петель. Дальше вяжем 1 воздушную и начинаем следующий ряд. Смотрите, у нас получились вот эти вот пышные столбики по углам. Вот эти вот столбики с накидом, это как стороны нашего квадрата. Вытягиваем петельку, все углы в этом ряду вяжем точно так же, как в предыдущем. Делаем накид, под цепочку вытаскиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 провязываем отдельно. 3 воздушные, 1, 2, 3. И теперь сюда же такой же пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последнюю провязываем отдельно. Дальше вяжем 2 воздушные. И теперь вот сюда, вот перед нашими столбиками, в промежуток, вот сюда, вот где у нас были воздушные петли, мы вяжем 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Теперь провязываем вот эти вот 3 столбика предыдущего ряда. Первый столбик провязали, второй и третий. Теперь смотрите, вот в этот промежуток точно так же, как здесь, вяжем 2 столбика с накидом. Провязываем первый и второй. Дальше 2 воздушные и повторяем наш угол, только вот сюда. Делаем накид, вытаскиваем 1 петля, накид, 2, 3, 4, 5.
Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 вяжем отдельно. 3 воздушные, 2, 3. И теперь сюда же еще один пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 вяжем отдельно. И теперь мы будем провязывать вот эту вот нашу сторону, точно так же, точнее, как вот эту сторону. То есть мы с вами вяжем 2 воздушные. Вот сюда вот под воздушные петли вяжем 2 столбика с накидом. Первый. Сюда же второй. Дальше провязываем наши 3 столбика предыдущего ряда. Первый столбик, второй, третий. И теперь под вот эту цепочку вяжем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. Дальше 2 воздушные и переходим к вязанию угла. Точно так же, как мы вязали с вами здесь и здесь. После угла будем провязывать сторону. Точно так же, как вязали здесь и здесь. То есть по этому же принципу мы с вами вяжем до конца квадрата. Вот мы дошли до конца ряда, провязываем последние 2 воздушные петли. И теперь вот сюда вот в серединку соединительной присоединяемся. Следующий ряд будем вязать по тому же принципу, что и предыдущий. Провязываем 1 воздушную, вытаскиваем петельку, делаем накид и вытаскиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 провязываем вместе. 3 воздушные, 2, 3. И теперь сюда же делаем накид и вытаскиваем 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последнюю вяжем отдельно. Дальше 2 воздушные, 1, 2. И теперь вот сюда под вот эти воздушные вяжем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. Теперь все вот эти вот предыдущие столбики, то есть столбики предыдущего ряда, мы также провязываем столбиками с накидом. Каждый столбик по одному. Так, доходим до последнего столбика. И теперь под цепочку вяжем 2 столбика с накидом. Как видите, принцип вязания у нас не изменился. Первый столбик и второй. Дальше 2 воздушные и переходим к вязанию угла. Угол вяжем точно так же, как в предыдущем ряду, и точно так же, как вязали этот. То есть вытаскиваем 1 петля, накид, 2, 3, 4, 5. Провязываем вместе, кроме последней петли, последние 2 вместе. Дальше 1, 2, 3. 3 воздушные. Теперь сюда же вытаскиваем 1, накид, 2, 3, 4, 5. Провязываем вместе, кроме последней. Последние 2 вяжем отдельно. И дальше переходим к вязанию стороны. Провязываем ее точно так же, как здесь. И таким образом вяжем до конца ряда. В конце ряда мы с вами провязываем 2 воздушные, как обычно. И в серединку уголка соединительной присоединяемся. Смотрите, в принципе, мотив уже можно оставить и так, но можно сделать и вот так. Мы с вами берем тот цвет, которым мы вязали серединку, вытягиваем через нашу ниточку и провяжем еще один ряд точно таким же образом, как вязали предыдущий, только уже розовым цветом. Мы провязываем 1 воздушную, вытаскиваем нитку, делаем накид, провязываем 1, накид, 2, 3, 4, 5. Провязываем вместе, кроме последней. Последние 2 вяжем отдельно. Теперь 1,
2, 3. Пышный столбик еще один вяжем в уголок. Делаем накид, вытаскиваем 1, накид, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 провязываем отдельно. Дальше 2 воздушные. И теперь там, где у нас было 2 воздушные, вяжем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. Провязываем все вот эти предыдущие столбики. Также провязываем их столбиками с накидом. Провязываем, пока не дойдем до конца. Вот провязали все столбики до конца. Теперь под цепочку из воздушных петель вяжем 2 столбика с накидом. Первый, второй, 2 воздушные, 1, 2, и переходим к вязанию угла. Вяжем его как обычно. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последние 2 провязываем отдельно. 1, 2, 3 воздушные. И еще один пышный столбик в уголок. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе, кроме последней. Последние 2 вяжем отдельно. И дальше переходим к вязанию стороны. Повторяем ее точно так же, как вязали здесь. И таким образом провязываем полностью наш квадратик. Вот мы дошли с вами до конца ряда и вновь провязываем 2 воздушные. И в серединку присоединяемся. Смотрите, таким образом мы с вами можем провязать столько рядов, сколько нам необходимо. И менять цвета в тех местах, где нам больше нравится и где нам этого хочется. Вот что у меня получилось, когда я провязала большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И, конечно, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.